Привет, ребята! На связи Настя. Сегодня мы встретились с моей подругой Тоней, с которой мы познакомились здесь, в Сиэтле. Тоня – человек удачи, ведь она, внимание, выиграла грин-карту. Я решила расспросить ее об участии в этой лотерее, чтобы вы, друзья мои, узнали все о шансах и возможностях выиграть вид на жительство в США, а также обо всех нюансах и препятствиях, которые могут возникнуть на пути к вашей мечте. Если ваша мечта жить в США. Вы готовы узнать все-все-все? Тогда начнем. Привет, Тоня. Привет. Как тебе пришла в голову эта идея участвовать в лотерее? В 2009 или 2010 году мой старший брат рассказал о том, что есть такая лотерея, и кто-то из его друзей ее когда-то выигрывал. И я подала свою первую заявку, я не выиграла, и, возможно, подавала я на второй год. Где-то 10-й, 11-й я тоже не выиграла, и потом благополучно я забыла про эту лотерею. Но в 2016 году я решила, что что-то такое было, нужно подать еще раз заявку. Я подала уже осенью 2016 года заявку и выиграла. То есть на третий раз, получается, да? Да, я думаю, на третий. Я точно не помню, сколько раз я участвовала тогда, но, наверное, где-то 2. Круто. И вот прям любой человек может участвовать или там нужно быть каким-то особенным? Из требований необходимо иметь школьное образование 11 классов по российским стандартам и не иметь судимости. То есть даже не обязательно иметь высшее образование? Нет, высшее образование не обязательно, английский язык знать не обязательно, возраст не имеет значения, профессия тоже. Так, если это так просто подать заявку на лотерею, то когда и где это можно сделать? Это можно сделать каждый год осенью, где-то с начала октября по начало ноября на сайте DV Lottery State Gov. Это единственное место, где можно подавать заявку. Заявка бесплатная. То есть не надо ничего платить? Не надо ничего платить. Заполнение анкеты занимает примерно 5 минут. Там только основные твои данные. И нужна фотография, которая соответствует стандартам, чтобы заявка прошла дальше. Окей, ты подала заявку, и что дальше? Ты ждешь, сколько ждать, когда узнавать о выигрыше, если ты вдруг выиграл? Ты подаешь заявку осенью, получаешь свой номер участника и знаешь дату, когда будут объявлены результаты. Обычно это первые числа мая. В этом году 7 мая были опубликованы результаты. И после этой даты ты заходишь на сайт и сам проверяешь о выигрыше. Никаких уведомлений ты не получаешь, а если ты сам не зашел, не проверил, ты не узнал о выигрыше. Но проверять ты можешь в течение долгого времени, где-то с мая и до мая следующего года, чтобы успеть попасть на собеседование, ты можешь проверить и подать уже полную анкету. То есть не обязательно именно 7 мая ломиться и проверять на сайте, можно узнать об этом чуть-чуть попозже, да? Да, потому что сами собеседования проходят в финансовый год следующий, это с 1 октября по 30 сентября следующего года. Соответственно, нужно просто узнать о выигрыше и успеть попасть на собеседование до конца сентября следующего года. Расскажи поподробнее, что нужно делать, когда ты узнала о выигрыше? Когда ты узнаешь о выигрыше, это еще не гарантия того, что ты получишь иммиграционную визу, поскольку людей отбирается больше, людей отбирается чисто запасом, чем количество в итоге выданных виз, потому что не все люди потом доходят до собеседования. Бывают случаи, когда ты узнаешь о выигрыше, но до тебя не доходит очередь, и ты не получаешь свою визу, либо ты можешь получить отказ на собеседование. Соответственно, после того, как ты узнала о выигрыше, тебе необходимо заполнить полную анкету со всей информацией о тебе, о твоей жизни, об образовании, о всех местах, где ты работал. И ты после выигрыша получаешь некий номер, в соответствии с которым ты идешь уже на собеседование. Где-то за 1,5-2 месяца ты узнаешь, что твой номер попадет на собеседование, поскольку департамент публикует каждый месяц бюллетень, в котором они показывают, какие номера будут через 2 месяца на собеседование. И ты получаешь приглашение. А собеседование проходит на английском? Если ты проходишь собеседование в Москве, то оно проходит на русском.
А есть ли еще какие-то города, где можно пройти собеседование? Ты проходишь собеседование по месту жительства. То есть, если ты живешь в России, ты можешь только в Москве собеседоваться. Я на тот момент жила в Минске. В Минске консульство не проводит собеседование на этот тип визы, поэтому я проходила собеседование в Варшаве. А сложно ли было проходить это собеседование? Что там за вопросы? Или это просто формальность? Да, это просто формальность. Они спрашивают, куда ты едешь, зачем ты едешь, кем ты хочешь работать, и все. И по итогам собеседования уже выдается тебе, собственно, грин-карта. Да, нет. Нет. Что же еще? По итогам собеседования тебе просто сообщают о решении. Потом через несколько дней ты получаешь паспорт с иммиграционной визой, которая действует в течение полугода после медосмотра. Если у тебя все хорошо было на медкомиссии. Бывают случаи, когда у тебя есть проблемы какие-то со здоровьем, и тебе ограничивают срок въезда в Штаты на 90 дней после медосмотра. Если все нормально, то у тебя есть полгода после даты медосмотра. Соответственно, зависит от того, когда ты прошел медосмотр, насколько заранее до собеседования. И ты получаешь иммиграционную визу, и уже по въезде, после пересечения границы, тебе начинают изготавливать грин-карту. Отлично, если нужно еще проходить медосмотр, что именно там проверяют и сколько это примерно стоит, сколько по времени занимает? Стоимость зависит от страны, в которой ты проходишь. Насколько я помню, я платила около $200 за медосмотр. Его нужно пройти в сертифицированном центре. Затем они делают снимок легких, чтобы исключить туберкулез. Если на снимке есть какие-то потемнения или что-то непонятные рубцы, то дополнительно нужно уже сдавать слюну. И в таком случае как раз срок въезда сокращается до 90 дней. И затем еще берут кровь и мочу на болезни типа сифилис, гонорея, которые могут служить стоп-фактором для въезда. Помимо этого нужно иметь все прививки в соответствии с американским календарем, которые расходятся с российским. Взрослым нужно доставить 2 прививки, это от столбняка и КПК. Это паротит, краснуха кори комплексная, поскольку мы во взрослом возрасте их уже не ставим, американцы ставят их в 19 лет. Соответственно, мы доставляли эти прививки и сдавали все анализы. Занимает это полдня, и уже на следующий день, тоже зависит от центра, либо на следующий день, либо в течение недели ты получаешь конверт с результатами, которые нужно предоставить в посольство на собеседование. Классно. То есть можно обойтись 2 днями пребывания в Москве, чтобы пройти собеседование, медосмотр и получить... Да, обычно так и делают. Обычно едут на несколько дней, сначала проходит медосмотр, и потом уже на следующий день или через день идут в консульство. Если ты приходишь в консульство, и у тебя еще не готовы результаты медосмотра, то это нормально. Просто ты получаешь визу, когда пойдут результаты с медосмотра в консульство. Окей. Нужны ли еще какие-то документы? Да, ты предоставляешь свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о разводах. Затем ты предоставляешь документы об образовании, основной аппликант. Это вот как раз те минимальные требования, это либо школьное образование, либо если ты получил уже высшее, ты можешь понести документы о высшем образовании. Затем справки о несудимости со всех мест, где ты проживал более чем год, со всех стран. И весь этот пакет документов нужно подготовить к самому собеседованию, верно? Да, ты все это приносишь на собеседование. Если ты проходишь в Москве, то перевод не нужен этих документов. Можно ли копии принести или нужны оригинальные? Нужны оригиналы и снятые копии. Еще могут спросить финансовые документы, что у тебя есть какое-то имущество, либо деньги на счету, чтобы убедиться в том, что ты сможешь первое время в США прожить. Какую сумму нужно указать? Точных требований по сумме они не предъявляют, но около $5000 на человека точно достаточно. Последний вопрос, который я задала Тоне, был о родственниках, которых можно взять с собой в Штаты.
Оказывается, в случае выигрыша эмигрировать вы можете с мужем либо женой. Также вы можете взять с собой ваших детей в возрасте до 21 года, если они не женаты или не замужем. При этом каждому из эмигрирующих с вами родственников нужно будет подготовить такой же пакет документов, как и вам, и собеседование вы будете проходить вместе. Еще один важный момент. В США первым делом должен въехать основной заявитель, либо же вы должны это сделать одновременно. Зато каждый из родственников будет обладать точно такими же правами, как и выигравший грин-карту. Кстати, хочу вас обрадовать, шансы достаточно высоки – 1 из 100. Так что играйте, и да пребудет с вами удача!